Сложно в это время что-то говорить. С одной стороны, невообразимая трагедия, с другой – всяческие блокировки. Но мы про технологии и гаджеты, поэтому погнали к новостям. Суд разрешил россиянам пользоваться социальными сетями Facebook и Instagram. Решение Тверского суда не ограничивает использование этих платформ для незапрещенной деятельности. Данные меры судебной защиты не ограничивают действия по использованию программных продуктов компании Meta, физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенном законом деятельности. Таким образом, пользователи могут заходить на свои страницы без риска быть привлеченным к ответственности, если не станут открывать соцсети в обход блокировок. В общем, заходить через VPN и просто читать новости и публиковать котиков по-прежнему можно. Пока нам непонятно, как дальше быть со всем, что происходит, самый быстрый процессор в мире Intel Core i9 поступает в продажу с 5 апреля. Процессор может работать на максимальной тактовой частоте 5,5 Гц, что обеспечит высочайшую производительность в играх и специализированных приложениях. Core i9 12900KS это по сути улучшенный Core i9 12900K, и дополнительная буква S обозначает повышение частот. Недавно стало известно, что процессор поступит в продажу по цене в $740. Напомню основные особенности. Архитектура идентична Core i9 12900K. И мы имеем 16 ядер с 24 потоками, а также 30 МБ кэш памяти L3. Для сравнения, обычный Core i9 12 поколения достигает 5,2 Гц. 16 ядер разделены на два кластера, 8 для максимальной производительности и 8 для энергоэффективности. Intel, кстати, рекомендует обновить BIOS до последней версии для наилучшего игрового процесса. Пока неизвестно, сколько осталось жить YouTube, а вот сервис знакомств Badoo уходит из России и Беларуси. Пользователи получили соответствующие электронные письма. В письме сообщается, что веб-версии сайта и мобильное приложение больше не будут функционировать. Приложения уже удалены из App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Компания отменила подписки пользователей, но тем, кто подписывался на сервис через App Store, необходимо отменить подписку самостоятельно. Знакомиться теперь будем в очереди за сахаром и гречкой. Но на данный момент, а я в Минске, Badoo работает в старом режиме. Российские производители зашевелились. Анонсирован первый ноутбук на российском процессоре Байкал-М. Судя по информации от генерального директора компании, уже в середине 2022 года на рынке должен появиться первый ноутбук BitBlaze Titan BM15. Новинка вроде бы привлекает к себе своим мощным железом, но что из этого выйдет, узнаем чуть позже. Процессор Байкал-М работает под управлением 8 ядер и интегрированной видеокартой производителя ARM Mali. Предполагается, что ноутбуки будут выполнены в алюминиевых и титановых корпусах. В ноутбук будет установлено до 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью от 256 ГБ. Первая модель ноутбука будет работать с дисплеем диагональю 5,6 дюймов с Full HD IPS матрицей. А вот цены немного удивляют. За модель в прочном корпусе из алюминия цена может достигать до 120 тысяч рублей, а за версию в титановом корпусе не менее 200 тысяч рублей. В то же время Microsoft вроде как не станет полностью уходить из российского рынка. Президент Microsoft Брэд Смит сообщил президенту Украины, что несмотря на призывы Киева разорвать все связи с Россией, американская IT-корпорация продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Президент компании напомнил, что многие социальные структуры зависят от программного обеспечения компании. Если отключить их от глобальных обновлений, то могут пострадать и обычные граждане, включая детей и стариков. Однако менеджер Microsoft все еще обсуждает развитие событий со старшими чинами США, Европы и Великобритании, в случае чего корпорация может прекратить поддержку определенных активов или действовать в соответствии с определенными санкциями. А пока весь мир в огне, российский инженер создал действующий световой меч джедая из фильма «Звездные войны» и попал в книгу рекордов Гиннесса. Световой меч — это оружие, которым сражались джедаи и ситхи в знаменитых фильмах Джорджа Лукаса «Звездные войны». Меч Алексея Буркана не только визуально похож на свой исходник из космической саги, но и вполне себе действующий гаджет. Он имеет выдвижное лезвие, которое формируется при активации меча и разогревается до 2800 градусов, и топливный
предельно энергетически независим и автономен. Этот меч реально плавит металл. Меч работает по технологии промышленного плазменного резака. Вырывающееся под давлением из рукояти плазменное лезвие достигает в длину 90 см, а горит оно в течение 30 секунд. Изобретение попало в книгу рекордов Гиннесса, но на практике его применять все же скорее не станут. Такую штуковину лет так 200 бы назад. В наше время это скорее баловство. Другое же дело развитие электроники, от которого мы всегда ждем чего-то нового. Долгих 3 месяца все ждали, когда появится глобальная версия OnePlus 10 Pro и начнутся продажи в других странах. И вот это случилось. Флагман будет работать на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а что касается экрана, это премиальный 6,7-дюймовый AMOLED нового поколения LTPO2 с разрешением 3216 на 1440 с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Если говорить о камерах, то OnePlus 10 Pro установлен 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX789 для основной камеры и 8-мегапиксельный телеобъектив. Здесь все осталось как у его предшественника, а вот 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера является серьезным обновлением и ощутимо улучшает качество снимков. Но и главное, это, конечно же, цена. Она стартует от $900. Предварительные заказы уже открыты. Apple пошли дальше. iPad и MacBook могут быть оснащены гибким дисплеем производства LG. LG уже занимается производством подобных панелей, заказчиком которых является HP. Речь идет о 17-дюймовом OLED 4K дисплее, который в закрытом виде имеет диагональ 11 дюймов. Кроме того, LG является поставщиком для первого серийного ноутбука с гибким дисплеем Lenovo ThinkPad X1 Fold. Что касается подробностей о сотрудничестве с Apple, то рассматриваются варианты создания гибкого дисплея с ультратонким стеклом. Купертиновцы рассматривают его использование не только в ноутбуках, но и в планшетах. Ранее сообщалось, что Apple изучает вопрос производства ноутбуков с гибким дисплеем и диагональю около 20 дюймов в раскрытом положении. Однако в ближайшем времени ждать такое устройство не стоит. Оно может выйти позднее 2025 года, если он наступит. Dyson только что предоставила свой первый носимый продукт, и это не пылесос. Устройство называется Dyson Zone и представляет собой наушники с маской для очищения воздуха. Dyson интегрировала уменьшенную версию своей системы фильтрации воздуха в наушники. И идея состоит в том, чтобы люди могли защитить себя от загрязнения, находясь вне дома. Такой гаджет может показаться ответом на пандемию, но Dyson говорит, что на самом деле это устройство создавалось 6 лет назад. Это не связано с COVID-19, более того, оно даже не защищает от вирусов, а скорее помогает дышать менее загрязненным воздухом. На самом деле Dyson описывает их как наушники, воспроизводящие чистый воздух и чистый звук. В реальной жизни Dyson Zone выглядит также нелепо, но несмотря на дикий внешний вид, все равно очень хочется этим устройством попользоваться. Миноборнауки РФ отправила российским вузам письмо, в котором сообщается о необходимости переносов видеороликов с YouTube на отечественные платформы ВКонтакте и Рутуб до 4 апреля. Вот копия документа от сотрудника одного из вузов Красноярска. Департамент сообщает вам о необходимости обеспечения переноса дублирования вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга ВК Видео и Рутуб в срок до 4 апреля 2022 года, говорится в документе. В течение всего марта Роскомнадзор несколько раз обвинял YouTube в действиях террористического характера и требовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян. По мнению ведомств, руководство западных IT-компаний, в том числе Google, идет по пути конфронтации и нарушает российские законы. 11 марта YouTube предупредил, что заблокирует аккаунт российских государственных СМИ, а также удалит контент о спецоперациях в Украине, которые нарушают его политику. Кроме того, видеохостинг полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей. Возможно, к моменту выхода этого видео YouTube в России уже заблокирован. Если у вас все в порядке, напишите в комментариях. Хочется верить, что человечество будет использовать технологии и разработки для улучшения качества жизни, а не наоборот. А пока имеем то, что имеем. Терпения и сил вам, друзья, в это нелегкое время.